Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой небольшой обзор я хотел бы посвятить игрушке копии автомобиля Barkas 1000P в масштабе 1 к 25. Ко мне раньше никогда в руки не попадали игрушки, сделанные в ГДР, и потому этот микроавтобус вызвал у меня интерес. Даже на фотографии продавца этот Barkas выглядел очень необычно, хоть и немного потрепанный был. Я его приобрел в комплекте с другими моделями, хотя раньше игрушки такого плана специально не покупал. Поначалу я вообще его перепутал с хиппи моделью Volkswagen T1. Дата начала выпуска данных игрушек датируется концом 60-х или началом 70-х годов, если исходить из данных в каталоге, которые обнародованы на немецком сайте Музея игрушек. В начале 90-х годов, по всей видимости, было окончание их изготовления. Производителем данной игрушки числится завод Anker, но попадаются также коробки с логотипом всем известного производителя железнодорожных моделей Pico. Кто их производил раньше, а кто позже, непонятно, но с логотипом Pico коробки реже попадаются. Игрушка была сделана как копия микроавтобуса Barkas B1000, который производился с 1961 по 1991 год на заводе Web Barkas Werke в ГДР. Первоначально на автомобиль устанавливался двигатель от Wartburg 311, затем в 1969 году была попытка его производства с двигателем от Москвы 412 и даже был собран один экземпляр, но дальше этого дела не пошло. Ближе к концу производства в 1989 году на Barkas начали устанавливать двигатель от Volkswagen. Всего было выпущено 175 740 автомобилей Barkas B1000. Игрушка Barkas B1000 сделана из пластика и не имеет открывающихся деталей, кроме съемной крыши. Корпус выполнен достаточно качественно для того времени с детализацией дверных ручек и проемов, а также поворотников и номерного знака. Машинка оснащена инерционным механизмом, а ось передних колес может быть установлена в трех положениях, чтобы иметь возможность ехать влево, вправо или вперед-назад. Механизмы хоть и простые по конструкции, но очень качественно сделаны. На диске колес установлена качественная мягкая резина, а сами диски с имитацией колпаков. Разобрать машинку в принципе легко, достаточно немного отогнуть заднюю часть днища и вынуть из зацепа с корпусом номерной знак. За все время производства Barkas менялся в деталях, и потому сейчас встретить в продаже можно разные варианты. Более ранние отличаются наличием металлической хромированной решетки радиатора, задние фары идут с прозрачным пластиком, диски колес цельные, без имитации отверстий. Инерционные и поворотные механизмы в ранних и поздних вариантах устанавливались разные, так как днище отличалось по форме из-за этого. Более поздние модели могли уже производиться с пластиковой решеткой радиатора, покрашенной в серебрянку, без какой-либо покраски, или же решетка вообще отливалась вместе с кузовом. На дисках колес появились отверстия, а стекла в салоне устанавливались из полупрозрачного или вообще непрозрачного пластика. Задние фары также меняются и идут с непрозрачным пластиком, что немного удешевляет внешнюю машинку. Также у этой машинки мог и задний номер отливаться вместе с кузовом. Вариантов исполнения у этой игрушки было несколько. Это был как обычный гражданский микроавтобус, так и автомобиль скорой помощи, пожарной охраны или полиции. Также выпускались бортовые варианты грузовиков и коммерческих микроавтобусов без окон. По цветам они были разнообразные, и номерной знак также мог отличаться. Коробок на эту модель мне попадалось несколько вариантов. Скорее всего более ранняя от производителя Pico и несколько поздних вариантов от Anker. Исходя из дизайна коробок, сначала Barkas все-таки производился силами Pico, а потом уже было передано производство на Anker. На отечественных аукционах данная игрушка встречается нечасто, и потому цену ее сложить сложно. Мне было очень интересно прикоснуться к этой старине и посмотреть, как делали игрушки в ГДР 40-50 лет назад. И я скажу, что игрушка достойна внимания и очень качественна, несмотря на то, что сделана из пластика. Хотя у нас я ее купил случайно и сравнительно недорого, всего за $4. Этот Barkas является антикварной и раритетной игрушкой больше для самой Германии и ближайших к ней стран. Цена на эту немецкую игрушку на иностранных аукционах в зависимости от состояния и наличия коробки стартует от $30-40. Barkas от Pico стоит дороже, чем от Anker, и может ценник доходить до $100. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора.
Надеюсь, было интересно немного окунуться в мир старой немецкой игрушки. Если есть какие-то дополнения или вы заметили какие-то неточности в моем рассказе, пишите в комментариях свои истории и малоизвестные факты. Нам всем будет интересно. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!